Горибокс. Основана на физике песочницы с крайним насилием и безграничным созидательным разрушением. Так пишут разработчики F2 Games в описании игры. Но так ли это? Только ли она основана на физике разрушения и насилия? На все эти вопросы не только я попробую ответить сегодня в этом видео. А вы поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также вступайте в наш телеграм-канал Doki Team. Ссылка в описании. Сделали? Тогда мы начинаем. Так как многие в своих обзорах на Горибокс делали белый фон для текста и других заметок, то я сделаю в свою очередь его черным, а текст белым. Вот, так-то лучше. Начнем с известной уже каждому игроку истории создания игры, а именно... На свет родился Феликс Филипп. Он поиграл в горы с Motive Paint и Town Age, решил создать свою песочницу и взял по куску из этих двух игр и создал Горибокс Classic. Позже понял, что игра удалил ее на просторов Google Play. Еще позже создал Горибокс 2 и спустя время снова ее удалил. И наконец спустя некоторое время создал Горибокс Remastered. Видать, много думал и наконец додумал Горибокс одним носителем. Это что касается истории. Игровой процесс строится на убивать. И снова убивать. Но помимо убийств, в игре предусмотрены многочисленные игровые механики, касающиеся темы убийств. Например, еда, фурнитура, механизмы и денежная валюта. Некоторые мы с вами рассмотрим. Но опять же, хочется подметить, что не все так однозначно. Ведь той же камерой можно убить как Джонни Кейдж из Mortal Kombat. Хотя, раз мы уже заговорили об нейтральных игровых механиках, то стоит упомянуть большое количество еды вместе с напитками. Есть даже водка с эффектом похмелья. И такое же количество фурнитуры. Хотя, честно говоря, хотелось бы видеть больше новых пропов, которые редко добавляют или хотя бы возвращение любимых старых. Таких, как, например, турели. Сказали об идее фурнитуры, переходим к механизмам. В список механизмов Горибокса входят такие предметы, как штативная камера, маленькая камера, кнопка разного интервала таймера, разделитель трастер, ускоритель для тех, кто не в курсе, ротатор, вращатель разных направлений и размеров, металлодетектор, монитор, старый монитор и граммофон с грампластинкой. Возможно, в будущем добавить функцию тушения огня для огнетушителя, но с кривыми руками разрывов F2 в это мало верят, хотя ладно, я вам наврал. Если выстрелить в огнетушитель, он взорвется и потушит предметы своим порошком в ближайшем радиусе. Еще есть ракеты, которые при активации улетают на другой конец карты в неизвестном направлении. Но с этим дела куда еще не шли. Дальше полный Недавно в Горибоксе везли защиту кулаками, оружием и удар ногой. Но что удивляет, кулачная оружейная защита не отображает анимацию. Удар ногой не отображает анимацию, как и кулачная защита. Понять, что это именно удар ногой, сложно. Замедление. Самое нестабильное и опасное оружие в игре. С его помощью, с активацией команды Revengeance, вы становитесь абсолютно непобедимым, так как при замедленном времени вокруг тебя ты с легкостью ваншотишь любого встречного. Только тебя самого может убить баг, связанный со временем. А именно, когда ты делаешь резкий рывок, ты можешь по какой-то причине ускорить себя до невообразимой скорости и впечататься в стену или об край карт, расчленив себя при этом. Помимо всего перечисленного, в игре очень порадовал наличие алкогольных напитков, благодаря которым гордолы переходят из рабочего состояния в режим говна. Медикаменты очень интересная вещь в Горибоксе, в силу того, что служат различными бафами и дебафами здоровья в игре. Одними можно восстановить здоровье гордола, закрыть кровоизлияние бинтами, восстановить активность. Другими же можно моментально убить, заразить, замедлить гордолы. Подобную механику в мобильной песочнице я вижу впервые, за что отдельный респект разработчикам. Я уже перечислил много вещей, за которые можно сотни раз влюбиться в игру и побежать ее скачивать. Но это еще далеко не конец. Наверняка из вас многие помнят проигрыватель мелодии из Майнкрафта. Так вот, подобная вещь есть и в Горибоксе. Показана она в виде граммофона, о котором я заикался ранее. Но раз уже пошла возня с граммофоном, то скажу сразу. Время проигрывания мелодии в нем не бесконечно, и вскоре он затихает.
Помимо этого музыкального элемента в игре, есть радио и пианино. Радио включает одну и ту же запись, а на пианино можно просто играть. Это шедевр! Настало время поговорить об гридолах, взрывчатке и об комьюнити в целом. Гридолы делятся на три типа: пассивные овощи, нейтральные ребята и агрессивные говнюки. Если с первыми и вторыми все относительно понятно, то третьи уже поинтереснее. В отличие от первых, они продвигаются, но в отличие от вторых, они готовы замочить тебя сразу же, после своего появления. Бывают случаи, когда под дулом огнестрельного оружия эти болванчики поднимают руки вверх и становятся нейтральными. Но чаще всего они просто обманывают нас и после пощады гневно атакуют. Жестокие будни каких-то чушпанов прям. Ты не смотри, что ростом мал. У меня в штанах амбал. И тебя я в рот Есть еще такие существа, как Нексботы, которые всех тупо мочат. Экономика. В игре есть возможность давать и принимать денежные купюры, что задает отдельную экономику игры со своей валютой. Оружие и скины. В игре присутствует огромное разнообразие холодного и огнестрельного оружия. Даже есть РПГ с огнеметом и шокером. У нас больше интересуют скины на оружие. Скины присутствуют только на огнестрельном оружии, за исключением РПГ, огнемета и шокера. Отсутствуют на холодном. Что они дают? Во-первых, визуал. Во-вторых, различные бафы и дебафы. На экране дана таблица с информацией. Транспорт. Транспорт – важная составляющая в любой песочнице. Ведь согласитесь, что каждый из вас когда-либо в жизни сбивал на каком-нибудь седане рэгдолла в Гаррисе или в подобной игре. Грибокс не стал исключением и вмещает в себя неплохой каталог транспорта, который на изи бомбанет под гранаты или мины. Что меня больше всего удивило, так это броня сватовской машины. Она, конечно, по своему но согласитесь, что обидно, когда колеса этой крошки может подрезать любой школьник на РП-сервере или взрыв мины. И при отсутствии или стутости хоть одного колеса машина становится металлическим овощем и способным ездить. Но зато она не горит, не травмируется от пуль, и при ее взрыве за ее заднюю часть можно войти. Как бы пошло это ни звучало. Моды Тулгана – заманчивая вещь, но порой даже травмоопасная для игрока. С ее помощью можно увеличивать и уменьшать предметы, телепортироваться, с большей силой откидывать предметы, привязывать предметы друг к другу и прикреплять, подключать камеры к мониторам для наблюдения за фауной NPC. Но также можно выполнять неудачно какую-нибудь модификацию, получить от самого себя пиздюлей, что обидно. Есть даже ачивка, дающаяся за убийство себя спавном трупов. Кстати, об ачивках. В игре их много. Пожалуй, я не буду тратить свое драгоценное время и просто скину видос по этой теме. Как видите, я перечислил уже кучу аспектов об игре. Притом я много не упомянул, но по темам модов, карты 3D модели я сделал отдельный видеообзор. Самому интересно в этом разобраться. Комьюнити в Грибоксе неоднозначно. Среди англов много токсиков и неадекватов, даже среди контент-мейкеров. Но среди комьюнити СНГ таких индивидов встречается много меньше. Я бы даже сказал, оно более понятливее. Но это если не касаться малолетней части. Ибо малолетний сегмент по закону жанра агрессивен, токсичен и туп. Чтобы не рассказывать вам лекцию о них, я лучше покажу нарезки из мультиплеера. Amiguito.
печеньку. Гадал. Yeah, boy. Фильм в Китае. Этот парень вырос так, но просто любит жизнь. Шовая столовка и пиловка. А что для счастья нужно? Конечно же, компот. И свадьбы, и поминки, и вишневые вечеринки. Мы шарики надуем, у нас есть так. Нет. Танкисты, пидорасы, пошли вы все нахуй. Танкисты, долбоёбы, сосите мой писю. Хай командир пересоздаст комнату просто и все добавите просто там перед... Да, уже времени не осталось. Все, Командир пидорас, командир долбоёб. Пересоздайте комнату и все. Не, ничего, заебись, отжимайтесь. Поедем так, мне нравится, как можем что. Ты меня слышишь? Мне нравится. Реально, нельзя. Как вы видите, большая часть игры умом не блещет, но это не мешает весело провести время в мультиплеерной кампании. Также в игру добавили более 350 новых пропов, несколько ракет, о которых я ранее упомянул, новые ускорители, флаги, еду, сигары и многое другое. Поэтому советую взглянуть на игру по-новому. Настало время мнения об игре. С одной стороны, игра подарила и продолжает нам дарить много увлекательного контента, который в свою очередь привлекает новых игроков в игру и увеличивает фан-базу. Но камон, с другой стороны, мы имеем большие объединения игрошкольников, которые при желании могут объединиться и вынести все токсичное комьюнити TF2 только своей агрессией. Лично мне эта игра понравилась. При заходе в нее у меня возникает желание создавать что-то новое, чего еще никто не создавал, наверное. Троллейбус горит, да и хуй с ним. У меня осталось 2 поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. Уверен, что и вам она понравится. Поэтому скачивайте, пробуйте и развивайтесь. Проводите время с пользой в Грибоксе. Думали, это все? Вареные яйца. У меня тут нычки, вареные яички, хлебушек, консервы, конечно, кураки, маслята и лисички, килограмм клубнички, сосиски, колбаса и минералочки.